6 литров объема. Но если измерять клиренс этой машины в деньгах, не нужно шутить над теми, у кого есть 84 миллиона на тачку. Человека туда зажует целиком. Должен быть слуга, который открывает дверь снаружи. За 84 миллиона рублей вы можете реконструировать футбольный стадион «Авангард» в Саратове, отремонтировать все плохие дороги Владимирской области или купить вот это. Наша передача только про самые дорогие машины в России. И это Mercedes Maybach G650 Landaulet. Он стоит 84 миллиона рублей. Любой новый гелик – это очень дорого, это ни для кого не секрет, но почему этот стоит таких денег? Ну, дело все в том, что выпущено таких машин всего 99 штук. Он был представлен в марте прошлого года на Женевском автосалоне, и всего через несколько недель все 99 штук были проданы. Раньше я думал, что инвестиции в гелик – это его ремонт. Но век живи, век учись. Владелец этой машины за год заработал на нем 40 лямов. И еще, помимо этой машины, я нашел в интернете около 25 таких же G650, которые продаются, и цена каждого не меньше 80 миллионов рублей. Их владельцы поняли, что сейчас можно неплохо заработать. Эта машина построена на базе Геленвагена G500 4х4 в квадрате. Если помните, на канале Motor.ru мы уже выпускали видео с этой машиной. Кстати, подписывайтесь на канал Мотора и на наш канал, ссылочки будут в описании. Вы спросите, ну окей, я возьму гелик 4х4 в квадрате и спилю с него заднюю часть крыши, станет ли он от этого таким же дорогим? Нет, потому что эта машина – сочетание всего самого крутого, что есть у компании Mercedes-Benz. Не знаю, как вы, а я в детстве рисовал идеальную машину. Мне казалось, что если взять все самое лучшее от разных машин и соединить это, получится идеал. Вывод такой. Если бы мне до сих пор было 6 лет, я бы вполне мог быть конструктором этой машины. В подвеске этой машины используются портальные мосты от модификации 4х4 в квадрате, которые доводят клиренс этой машины до бешеных 45 сантиметров. Но если измерять клиренс этой машины в деньгах и еще в самой нижней точке, у нас идет на это 20 миллионов рублей. Ну нахер. Но когда я говорю, что он построен на базе 4х4 в квадрате, это не совсем так, потому что вид Landaulet должен быть длиннее, чем обычный 4х4 в квадрате, верно? Поэтому его базу растянули на 57 сантиметров. Берем самый крутой мотор, который только можно поставить на гелик. Это, конечно же, мотор от G65 AMG. Кстати, новый гелик AMG, который представили в этом году, в 7 раз дешевле, чем эта машина. Однако я отвлекся. Здесь V12, битурбо, 6 литров объема, 630 лошадей и 1000 ньютон-метров крутящего момента. Даже если я захочу здесь что-нибудь отремонтировать, то дотянуться я физически туда не смогу, мне потребуется лестница. И как здесь нарисовано на картинке, мне не стоит ремонтировать ее в галстуке и совать туда руки, а по размеру я бы сказал, что и ноги, потому что если все это попадет в вентилятор, человека туда зажует целиком. Я открыл для кадра капот, а закрыть его я, наверное, уже не смогу, потому что мне не хватит роста. Поэтому если рост владельца Геленвагена меньше хотя бы 3 метров, я бы не стал открывать капот. Хотя, в принципе, возможно. Я вот сейчас не буду шутить над ростом тех, кто покупает такие машины. Не нужно шутить над теми, у кого есть 84 миллиона на тачку. Но здесь вот есть такая подножка, на которой нарисована максимальная масса, которую она может выдержать. 180 килограммов. То есть помимо 4 человек в салоне, с вами на подножке могут ехать ваш личный егерь, охранник и повар. Изначально эта машина продавалась только в нескольких регионах, то есть Ближний Восток, Россия и Европа, поэтому африканским диктаторам для своих парадов приходится, к сожалению, выбирать УАЗ-кабриолет. Вот до задней стойки это, можно сказать, обычный Геленваген 4х4 в квадрате, который вы могли купить за какие-то там 15 миллионов рублей. Все остальные 65 миллионов рублей начинаются дальше. Это какая-то вставка, и за ней вообще матерчатая часть, заднее окно на которой трепещется при открывании двери, будто молодожены перед первой брачной ночью. Ну и поскольку это Maybach, то заднюю часть салона вкорячили от самого крутого S-класса S-класс Maybach, который, кстати, в базе в 10 раз дешевле, чем эта машина. Ну и, конечно, идеальная телячья кожа, которую отбирают вручную. Если на ней есть хоть малейшая складка, этот кусок отбраковывают или используют его для отделки невидимых глазу частей салона. Ну и поскольку этот гелик вобрал в себя все самое крутое из концерна Mercedes-Benz,
в нем нет опций. Единственное, что вы можете выбрать, это цвет. Здесь сзади у нас находится бокс, в котором хранятся фужеры для шампанского. Разумеется, серебряные, но не из хрусталя же их делать в самом деле. Вот в этом боксе находятся два столика, на которых вы можете, например, положить свой ноутбук или свой завтрак, в зависимости от того, что вы предпочитаете. Эти столики точь-в-точь такие же, как на Майбахе, обычном S-классе. Жутко неудобно тянуться до двери, чтобы ее открыть и закрыть. Я думаю, что те, кто ездит на таких машинах, у них должен быть слуга, который открывает дверь снаружи. Здесь находятся кнопки управления перегородкой между задними пассажирами и передними. И можно подумать, что это просто две кнопки, которые дублируют друг друга. Ну, зная Майбах, я думаю, что так оно и должно быть. Ведь у двух задних пассажиров не может быть одной кнопки на двоих. Это не гоже. Тем более тянуться до нее приходилось бы на полсантиметра длиннее. Я на такую работу не подписывался. Но все немного сложнее. Левая кнопка управляет опусканием и подниманием перегородки, а правая управляет ее затемнением. Смотрите сами. Дальше у нас находится бокс, в котором лежат пульты управления. Их всего 3 на всех пассажиров машины, кроме водителя. С помощью этих пультов вы можете, например, управлять мультимедийной системой машины или, наконец, уже включить массаж горячими камнями в этих креслах. Лично я предпочитаю, чтобы горячие камни лежали в сауне на печке, но это уж, как говорится, на вкус и цвет. А дальше у нас имеется подстаканник разных диаметров, который можно и нагревать, и охлаждать. При нагревании он загорается красным, при охлаждении он загорается синим. И если от всего этого у вас еще не снесло крышу, то мы покажем вам, как открыть крышу здесь, в Ландо. Кстати, правильно называть эту машину именно Ландоле, от немецкого города Ландау, где когда-то производили открытые экипажи и кареты. Но поскольку я из Бирюлева, я буду называть эту машину по-разному. И Ландо, и Ландоле. К тому же оба названия прижились. Кстати, для Майбаха это отнюдь не первый кузов Ландоле. Вот вам пруф. Это машина S600 Pullman 65 года, которая тоже имела такой кузов. Но вот в кузове внедорожник, конечно, эта машина с таким типом кузова встречается впервые. Итак, для того, чтобы открыть здесь крышу, нужно лишний раз напомнить всем, что вы мужчина, потому что происходит это в полуавтоматическом режиме. Для начала нужно отстегнуть две ручки, а потом нажать клавишу. В общем, эта машина очень неплохо подходит для каких-нибудь африканских сафари, приемов парадов, ну или солнечных ванн. И здесь довольно жарко, я должен сказать. На водительском месте здесь точно так же, как в любом Геленвагене. Здесь на лицевой панели 3 кнопки управления блокировкой дифференциалов. Здесь кнопка выбора режимов движения и пониженная передача. Все так же, как в обычном гелике. Но я забрался сюда не для того, чтобы любоваться обычной торпедой Геленвагена, а для того, чтобы завести эту крошку. Давайте попробуем. Следующий Геленваген Майбах будет построен на платформе нового ГЛС. А мы знаем, что сильнее, чем ГЛС, может подешеветь только Федор Смолов. Поэтому, если ты ищешь интересные инвестиции своим 84 миллионам рублей и хочешь просто насладиться дикой мощью этого гелика, помни, его можно купить прямо сейчас. Подписывайся на наш канал. Подписывайтесь на Мотор, чтобы следить за самыми последними тест-драйвами. Подписывайтесь на Привет Тачку, чтобы увидеть самые дорогие машины в России.